Привет, вы смотрите проект Power Device, здесь мы улучшаем наши Android-телефоны. Когда-то на своем канале на другом телефоне я показывал вот такие приложения. Называются они Android System Web View. Тогда у меня был телефон на 13-м андроиде. Так вот, с помощью таких приложений можно ускорить интерфейс вашего телефона. Сейчас покажу, как это сделать. В прошлом ролике я получил много положительных отзывов. У многих пользователей это хорошо сработало. Так вот, сейчас вышли новые обновления, которые также хорошо работают, и их стоит применить. Я должен отметить, что теоретически такие настройки подойдут на все Android-телефоны, желательно не ниже 13-го андроида. Вообще, если на любом современном Android-телефоне зайти в настройки, приложения, все приложения, нажимаем три точки «Показать системные приложения», в поиске прописываем Web View, и мы увидим хотя бы одно вот такое системное приложение. Такие приложения отвечают за отображение веб-контента внутри других приложений. Также это сильно связано с Google сервисами, например, с отображением вот такой ленты и так далее. И вот почему у меня здесь 4 таких приложения. Если мы зайдем в Play Market, нажимаем поиск, в поиске также пишем Web View, откроются вот такие приложения. Как я уже сказал ранее, по умолчанию у вас должно стоять вот такое приложение. Обычный Android System Web View. Но также здесь есть, например, вот такие. Web View Canary. Все такие приложения обновляются. Но то, которое у нас стоит по умолчанию, оно обновляется очень-очень редко. А, например, Canary обновляется чаще всех. То есть, по сути, Google постоянно хочет улучшать такое приложение, но именно эта версия чаще всего бывает нестабильна. Дальше объясню, к чему я веду. Также есть Android Web View Beta и Web View Dev. Так вот, друзья, как я сказал ранее, по умолчанию на наших Android-телефонах стоит стандартный Android Web View, который практически не обновляется и не улучшается. А ведь это приложение действительно влияет на ускорение нашего интерфейса. Посмотрите, на телефоне Xiaomi с 14-м андроидом и HyperOS 1 я установил 3 дополнительных Web View из Play Market. Так вот, одно из этих приложений улучшает работу нашего телефона. Изменить в своей системе такое приложение достаточно легко. Просто нужно в него зайти, нажать три точки Change Web View Provider. Откроется соответствующее меню, и здесь можно изменить данное приложение. Сразу отмечу, что, например, Android Web View Canary, как я уже сказал, обновляется очень часто. Его вроде как улучшают, но бывает попадается нестабильная версия. Я долгое время тестировал все из этих приложений, и, например, недавно я выбирал Canary. В один момент после его обновления, например, вот эта лента виджетов, когда я здесь забивал какой-то запрос, нажимал поиск, то это приложение попросту вылетало. Также нестабильно работали некоторые приложения, например, проводник Xiaomi. Не открывались заметки и еще некоторые приложения. Сейчас Web View Canary уже обновили, и эта ошибка ушла. И вся суть в том, что после тестов я обнаружил, что именно приложение Android System Web View Dev работает лучше стандартного приложения и ускоряет открытие некоторых приложений. Можете сами это протестировать, установите это приложение, выберите его, после чего в интерфейсе вашего телефона некоторые приложения начинают открываться гораздо быстрее. При выполнении некоторых действий телефон начинает работать быстрее. Например, на Xiaomi тот же проводник у меня стал открываться быстрее и прогружаться. Далее отмечу, что данное приложение, когда вы его включили, удалять нельзя. А вот эти, так как я ими не пользуюсь, можно удалить. Но, конечно, если у вас телефон Xiaomi, то это системное приложение можно убрать с рабочего стола. Для этого зайдите в настройки, в поиске пропишите «Скрытие приложений». Эта настройка находится в безопасности. Здесь находим наше приложение Android System Web View Dev. Я его установил уже как системное. Ставлю на нем галочку, нажимаю «Понятно». Иду на рабочий стол, и оно пропадает. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как смена Web View повлияла на ваш телефон. Всем будет очень интересно. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока.